Привет! Хотите узнать ваш уровень русского языка? Тогда давайте это сделаем. Сегодня я принесла вам 6 текстов из экзамена ТРКИ. Эти тексты от уровня А1 до уровня С2 и вопросы к этим текстам. Как мы будем проверять ваше аудирование? На экране будет 5 вопросов без ответов. Я буду читать текст один раз. Вы, когда вы слушаете текст, читайте вопросы и пытайтесь найти ответы. После я отвечаю. Вы можете включить субтитры, но постарайтесь посмотреть без субтитров. Посмотреть с субтитрами вы всегда сможете, правильно? Поэтому давайте начнем прямо сейчас. Начнем с текста А1. Вопросы. Как зовут гида? Куда приехали туристы? Во сколько банк открывается? Номер автобуса в центр? Где находится остановка? И сколько стоит билет на автобус? Все, я читаю. Как сделать так, чтобы получше было? Добро пожаловать в столицу России, Москву. Добрый день. Я надеюсь, что у вас было приятное путешествие, и сейчас вы все хорошо себя чувствуете. Меня зовут Антон. Я ваш гид. И сейчас я хочу дать вам полезную и нужную информацию. Сначала о работе банка. Он открывается в 9 часов утра и закрывается в 6 часов вечера. Итак, банк работает с 9 до 6 часов каждый день, кроме воскресенья. В воскресенье банк не работает, но в этот день вы можете поменять деньги в гостинице. Там есть пункт обмена. Он работает 24 часа каждый день. А теперь информация о транспорте. Вы можете поехать из гостиницы в центр города на автобусе номер 31. Автобусы ходят довольно часто, через 10-15 минут, и вы не будете очень долго стоять и ждать на остановке. Остановка автобуса находится справа от гостиницы. Вы увидите ее, когда выйдете из гостиницы. Билет в автобусе стоит 10 рублей. И, наконец, последняя информация. Сегодня вечером будет праздничный ужин, и мы все встретимся в ресторане гостиницы в 7 часов. Это все, что я хотела вам сказать. Спасибо за внимание. До встречи. Ну что, я думаю, было не очень сложно. Давайте посмотрим ответы. Гида зовут Антон. Туристы приехали в Москву. Банк открывается в 9 утра. Автобус в центр номер 31. Остановка находится справа от гостиницы. И билет стоит 10 рублей. Сколько у вас правильных ответов? Можете написать. А мы сейчас будем читать текст для уровня А2. Конечно, он будет сложнее. Вопросы. Почему Леночка всегда хотела иметь собаку? Почему мама не хотела покупать собаку? Почему Леночка часто болела? Ой, что я говорю? Почему Леночка часто плакала? Почему бабушка решила подарить Леночке собаку? И почему мама пила лекарства в день рождения Леночки? Итак, вы готовы? Я тоже готова. Давайте. Леночка всегда хотела, чтобы у нее была собака. Она часто говорила маме: «Мама, скоро у меня день рождения. Мне будет уже 10 лет. Пожалуйста, подари мне собаку. Собака – это лучший друг». «Нет», – отвечала мама, – «у меня нет времени заниматься с собакой». «Но я все буду делать сама», – говорила Леночка. «Я буду гулять и играть с собакой, покупать ей еду». «Нет», – не соглашалась мама. «Мы недавно сделали ремонт, в квартире будет грязно». Тогда девочка звонила бабушке и говорила, что мама очень строгая, что она совсем не любит Леночку. Но бабушка считала, что дети должны слушать своих родителей. Тогда Леночка шла в гости к своей подруге и плакала. «Родители совсем не понимают меня.
Я не могу жить без собаки. И вот наступил день рождения Леночки. Утром ее подруга подумала: я подарю Леночке собаку. Когда ее мама увидит, какая собака симпатичная, она тоже полюбит ее. Бабушка тоже подумала: моя дочь выросла и стала очень серьезной. Она забыла, что в детстве она тоже любила собак. Я сама куплю Леночке собаку. И мама подумала: может быть, я правда очень строгая? Сегодня день рождения моей дочери. Я должна обрадовать ее. А если в квартире будет грязно, мы сделаем ремонт еще раз. Сначала к Леночке пришла ее подруга, потом приехала бабушка, потом с работы вернулась мама. Когда домой пришел папа, он увидел, что мама пьет лекарство. Бабушка и Леночка смеются, а на полу сидят 3 собаки. Итак, что у вас получилось? У вас могут быть немного другие ответы, но главное, чтобы был один смысл. Правильно? Правильно. Итак, Леночка всегда хотела иметь собаку, потому что собака – это лучший друг. Мама не хотела покупать собаку, потому что у нее не было времени заниматься с собакой. Леночка часто плакала, потому что родители ее не понимали. Бабушка решила подарить Леночке собаку, потому что бабушка подумала, что ее дочь стала слишком серьезной. И мама пила лекарства в день рождения, потому что у Леночки теперь было 3 собаки. Итак, это были 2 достаточно простых текста. Сейчас у нас начинаются серьезные, более интересные тексты. Надеюсь, вы готовы. Даже если вы думаете, что ваш уровень еще не Б, попробуйте. Если что, вы можете включить субтитры. Уровень Б1. Вопросы. О какой стороне Чехова рассказал экскурсовод? На что Чехов давал деньги на строительство? Где родился Чехов? Как Чехов помогал народным библиотекам? И почему Чехов занимался общественной работой? Ну что, я готова. Мы все хорошо знаем Антона Павловича Чехова как писателя. Знаем также, что он был хорошим врачом. Но кроме того, Чехов отдавал много времени и сил общественной деятельности. Об этой стороне жизни Чехова говорится в его биографиях, воспоминаниях близких ему людей, в музейных экспозициях. Известно, что Чехов построил 3 школы. А что это значит? Построить школу, потом 2-ю, 3-ю. Ведь мы знаем, что Чехов не был богатым человеком. Он жил литературным трудом, а в то время за свои книги писатель получал немного. Чехов работал каждый день. Изо дня в день по утрам принимал больных, а потом садился за письменный стол. Но для того, чтобы строить школы, нужны были большие деньги. И тогда он обращался к друзьям, находил богатых людей, которые помогали ему и давали деньги на строительство. Чехов сам следил за тем, как шла работа. А еще много времени и сил Чехов тратил на развитие народных библиотек в разных городах России, куда он отправлял посылки с книгами из Москвы, Петербурга, из-за границы. Так, например, он посылал целые ящики книг жителям острова Сахалин. Чехов регулярно посылал книги и в городскую библиотеку Таганрога, города, где он родился и провел свое детство. Он принимал участие также в переписи населения, шел от дома к дому, из одной семьи в другую, и не просто записывал имена людей, но, если мог, помогал им. Зачем же замечательный русский писатель занимался такими разными делами? Школами, библиотеками, строительством? Чехов сам ответил на этот вопрос. Он говорил, что общественная работа важна для него, чтобы чувствовать себя счастливым и нужным людям. Такой хороший человек. Кстати, я долгое время работала еще преподавателем литературы. Если вам нужны рекомендации книг на русском языке, то, пожалуйста, напишите в комментариях, я придумаю что-нибудь. А сейчас давайте ответим на вопросы. Экскурсовод рассказал о Чехове как об общественном деятеле. Да, мы знаем, что он был писателем, мы знаем, что он был хорошим врачом, но здесь рассказывается про его общественную деятельность. Чехов давал деньги на строительство школ. Чехов родился в Таганроге.
Чехов помогал народным библиотекам, отправляя книги. Чехов занимался общественной работой, чтобы быть счастливым. С уровня B2 огромное внимание уделяется новостям, политике и вообще всему, что с этим связано. Поэтому текст для уровня B2 – это новости, выпуск новостей. Я постараюсь читать как настоящий журналист, но не обещаю. Поэтому сначала вопросы. В ходе переговоров, это старые новости, о чем разговаривали на переговорах президенты России и Финляндии? В чем Борис Ельцин отметил успехи МВД? Какая была тема традиционного радиообращения президента? В чем подозревается Сергей Станкевич? И мнение по поводу потепления климата Земли. Ну что, готовы? Я готовлюсь быть журналистом. Добрый вечер, в эфире «Итоги дня». Сегодня в ходе переговоров в Кремле президенты России и Финляндии Борис Ельцин и Марти Аахтисари объявили, что Москва и Хельсинки не имеют территориальных претензий друг к другу. Также глава государства призвал умерить накал общественной критики в адрес органов внутренних дел, призвал не обливать все время грязью МВД. В ходе рабочей встречи с главой МВД Анатолием Куликовым президент отметил, что именно благодаря деятельности этого ведомства сегодня люди более спокойно могут ходить по улицам, чем 2-3 года назад. Ну а завтра президент Борис Ельцин выступит с традиционным радиообращением к россиянам, темой которого будет развитие промышленности и сельского хозяйства в стране. Воеводский суд в Варшаве признал сегодня юридически недопустимой выдачу российским органам правосудия бывшего советника президента Сергея Станкевича. Напомню, что Станкевич, подозреваемый в России в получении взятки, был задержан в польской столице по заявке Интерпола в начале лета этого года. Значительное потепление климата Земли, отмечают британские ученые, как сообщила сегодня метеорологическая служба Великобритании. Нынешний год стал самым теплым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1860 года. Наибольшее беспокойство ученых вызывает потепление Тихого океана у западных берегов Латинской Америки. Это было слишком быстро или нет? Мне кажется, да. Но давайте посмотрим, что вы смогли понять. В ходе переговоров президенты России и Финляндии объявили, что не имеют территориальных претензий друг к другу. Следующее. Борис Ельцин отметил успехи МВД в борьбе с уличной преступностью. Тема традиционного радиообращения президента – это экономическая ситуация в стране. Сергей Станкевич подозревается в получении взятки. И потепление климата Земли, отмеченное метеорологами, вызывает волнение у ученых. У нас уже так темно. Надеюсь, вас не смущает этот искусственный свет. А впереди у нас еще 2 текста для уровня C1. Что понимают под словом «стереотип» обычные люди? Отличаются ли научное и обыденное определение термина «стереотип»? Когда у человека формируются стереотипы? Стереотипы существуют во всем мире, но... Что но? Для кого это лекция? Для узкого круга слушателей, для широкой аудитории или для детской аудитории? Сейчас я буду читать отрывок из видео выступления ученого, психолога Ольги Гулевич, и я оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли посмотреть в оригинале, как она читает этот текст, как она его говорит. Хорошо? Все, мы договорились. Готовы? В обыденном общении мы нередко встречаемся со словом «стереотип». Мы слышим его от других, мы произносим его сами. И, как правило, когда мы говорим о стереотипах, мы имеем в виду какие-то очень простые схемы, простые представления или последовательности поведения, которые оказывают влияние на наши оценки и на наши действия. В то же время термин «стереотип» – это один из ключевых терминов социальной психологии.
И как это часто бывает в жизни, научное и обыденное определение этого понятия довольно сильно различаются. Психологи под стереотипами понимают набор черт, которые мы приписываем представителям определенной социальной группы. Например, когда мы говорим о том, что женщины в целом склонны к доброте и взаимопомощи, а мужчины в целом активны, склонны к лидерству и агрессивны, мы произносим эти самые стереотипы. Стереотипы – это универсальное явление для разных обществ. То есть они есть в разных странах, и они могут быть сформированы по отношению к очень разным группам. Однако во всех странах, как правило, есть стереотипы о мужчинах и женщинах, гендерные стереотипы, стереотипные представления о людях разного возраста, прежде всего пожилых и молодых, возрастные стереотипы и этнические или расовые стереотипы, то есть представления о членах этнических и расовых групп. Содержание стереотипов может быть очень разным. Они могут включать в себя как позитивные, социально желательные, так и социально нежелательные особенности. Например, интеллект – плюс характеристика, и агрессивность – минус характеристика. С точки зрения психологии, эти черты в сознании людей группируются в два крупных измерения. Это компетентность, сюда относятся черты, связанные с интеллектом, знанием, профессиональным опытом, целеустремленностью, и теплота. Сюда относятся характеристики, связанные с добротой, честностью, благонамеренностью, готовностью пойти навстречу другим людям. Стереотипы – это результат нашей общественной жизни. Мы не рождаемся со стереотипами, мы постепенно выучиваем их с момента рождения. Сначала мы выучиваем их в семье. Возможно, многие из нас помнят, как в детстве родители им говорили: «Делай или не делай того, ты же мальчик», или «Делай, не делай то, ты же девочка». Потом мы встречаемся с этими стереотипами в школе, в университете, на работе. Эти стереотипы нас еще и сопровождают благодаря средствам массовой коммуникации, где в новостях, в художественных фильмах, в рекламе мы тоже видим примеры того, как ведут себя стереотипные герои. Например, стереотипные мужчины или женщины, стереотипные пожилые или молодые люди. Давайте сравним ответы. Повторяю еще раз. Ваши ответы не обязательно должны быть, как я сейчас говорю. Обычными людьми под стереотипом понимается набор представлений, который влияет на оценку и действия. Научное и обыденное определение слова «стереотип» сильно отличаются. Стереотипы формируются у человека по мере взросления, то есть с возрастом. Стереотипы существуют во всем мире, и в зависимости от страны в разных странах выделяются разные стереотипы. И это лекция для широкой аудитории, то есть это лекция для каждого человека. Как у вас пока успехи? Напишите, пожалуйста, если вы досмотрели до этого момента. Вы знаете, я смотрю сейчас на этот текст для уровня C2, и, боже мой, ну что, я вам не завидую. Это отрывок из программы историка Эдварда Радзинского. У него очень такое специфическое произношение, манера говорения. Я покажу вам небольшой отрывок, чтобы вы понимали. Я не смогу читать с такой интонацией, но если бы вы были на экзамене ТРКИ на уровень C2, вы бы слушали примерно вот такого спикера. Итак, вопросы. Они непростые, но их будет мало. Как определяются философские искания Чаадаева, по мнению автора? То есть, по мнению автора, в чем основа философских размышлений Чаадаева? По мнению автора, в поведении Чаадаева и юродивых есть что-то общее. Это готовность осмеять что? Что автор имел в виду, когда говорил о монашестве Чаадаева? И с какой целью автор упоминает Достоевского? Ну что, готова? Я готова. Было бы смешно подумать, что потомок князя Щербатова, нашего великого историка, не знал, что у России было великое прошлое. Знал. Но он, как Самсон библейский, который обрушил на себя дом, он хотел показать всю чудовищность этой спеси. Впоследствии он скажет о себе: «Я любил Россию. Я любил всегда, но не для себя, а для нее».
И вот, чтобы как эти юродивые, эти святые древней Руси, которые ходили голыми, чтобы обличить, осмеять эти тщеславие и гордыню, так и он своим письмом осмеял. Он осмеял тщеславие и гордыню, невозможные для истинного христианина. И от этого он с готовностью ждал гонения. Христианин, гонение, вот здесь-то и скрывается все. Мы думали, что мы имеем дело с политическим философом. Ничего подобного. Мы имеем дело с религиозным философом. С глубоко религиозным человеком. Наверное, это произошло тогда, накануне 20-х, когда случилась эта отставка. И с тех пор неустанно, и вот в этих письмах, и в записях, и в дневнике он начинает разрабатывать свое религиозное учение. Надо жить, уже тогда, как он говорил, как будто мы в присутствии Бога, ибо мы в присутствии Бога. И каждый раз, когда мы что-то совершаем, мы должны думать о Его присутствии, о Нем. Он воспринимал христианство как силу, реальную, космическую, материальную силу. Он знал, что весь мир объединится в христианстве. И он знал, что Бог руководит нашей историей, но при этом Он оставил нам свободу воли. И вот это удивительное сочетание, о котором рассказывает, подобно Достоевский в «Великом инквизиторе», как надо идти к этому Царству Божьему. Вот этим всем он занимался всю свою жизнь. И оттого он писал, что надо стряхнуть с себя всю эту мишуру тщеславия, стряхнуть с себя все грехи ветхого Адама. И оттого эти его странные отношения с женщинами, видимо, это некое тайное монашество, тайные вериги, которые взял на себя этот страстный человек. И оттого он покинул и тайное общество, потому что сама мысль о крови и насилии была для него чудовищной. Безумием называл он этот заговор. И отсюда в нем была эта моральная неприкосновенность, о которой расскажут современники. Даже я не все поняла, но проверим, как хорошо поняли этот текст вы. Философские искания, то есть все философские мысли Чаадаева, по мнению автора, основываются на глубокой религиозности Чаадаева. Автор говорит, что он был глубоко религиозным человеком, христианином. Общее, по мнению автора, поведение Чаадаева и юродивых – это готовность осмеять высокомерие и самолюбование, то есть тщеславие и гордыню. Говоря о монашестве Чаадаева, автор имел в виду его отношения с женщинами, его образ жизни. И имя Достоевского упоминается с целью сравнить позиции Чаадаева и Достоевского. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вы остались живы. Если у вас есть вопросы, напишите свой результат в комментариях. У нас уже очень темно. Ой, видно, нет? И мы с вами прощаемся до следующего видео. Все, всем пока!